Вот такие две баночки взяла на пробу. Ну, это эстонский бренд. Все, готово. Старый, но не забытый рецепт карамель-кисель. Карамельного киселя. Карамель-кисель, как раньше, как в детстве. Как же это вкусно! Давайте вспомним этот рецепт. Доброе утро, мои хорошие! Здравствуйте! Всем тере-тере из Эстонии, из Сталина. А меня зовут Яна, это я для тех, кто вдруг забыл за ночь. Сегодня день для себя. Сегодня день красоты. Пора бы уже, да? Отвратительная голова. Ужасная просто. Все, ну смотрите, на кого я похожа, да? Ногти отросли так, что это просто кошмар какой-то. Да, надо идти. Допиваю кофе. А муж, кстати, только из парикмахерской. Завтра мы идем с вами в театр. И сейчас я допиваю кофе с паштетом. Пара капель любимых духов. И еще решила принимать пищевые добавки. Перед отъездом я их заказала. Они пришли, я уже про них благополучно забыла. А забывать нельзя, надо себя любимую беречь. А вот такие добавочки пищевые введу себе от Флоры, это эстонские. Здесь две такие баночки. Одна для суставов, как бы, для подвижности. Ну, такое все, знаете, да, связки, то все, ну, возраст, да. А вторая баночка для микрофлоры кишечника. Тоже эстонская, здесь довольно много их, но я попробую. 60 капсул, одна капсула в день, и этой. Вот добавлю к своим БАДам еще тоже. Я там и витамин D пью, и всякое такое. Люблю экспериментировать с этим. Природные они. Думаю, что мне понравится. Я люблю такое, тем более эстонского производства. Сейчас расскажу немножко подробнее про них. Принимаю 2 штучки, и мы с вами бежим. Первым делом у нас сегодня маникюр, а потом парикмахерская. В общем, это до. Вот такие 2 баночки взяла на пробу. Ну, это эстонский бренд. Мне что понравилось, что это эстонский бренд. Эстонский бренд витаминов, в общем. И это создано для женщин. Продукция производится в Европе по нашим эстонским рецептурам с акцентом на чистый состав, безопасные рабочие дозировки, так заявляет компания. Взяла, значит, вот этот Flex попробовать. Он поддерживает суставы, связки, подвижность. Флора, она помогает пищеварению, балансу микрофлоры, комфорту в животе. Еще у них есть Glow такой для кожи, волос и ногтей, и Night, когда плохо засыпаешь. Но я хотела сначала попробовать что-нибудь вот отсюда, 2, чтобы сразу не набирать. Вот. Следующие 2 буду пробовать для сна и для кожи, волос, ногтей и так далее. Вот так сделаю. Заявляю, что все эти добавки сделаны без лишних добавок, без сахара, без искусственных красителей. И вот на сайте, если что, хотите почитать для себя, может, Элевая, вот этот вот сайт, там можно вот этот. Там можно все это почитать, наверное, заказать. Это, видите, Эстония, Накада КТ5 они. Это для движения, для суставов, для связок. Уменьшает дискомфорт в суставах, поддерживает подвижность, укрепляет связки, улучшает состояние хрящевой ткани. И вот для 50+ просто, да, вот я заказала. Здесь основа что? Здесь коллаген. Как раз-то поддержка суставов, хрящей, глуронка, смазка суставов, глюкозамин, который восстанавливает хрящевую ткань, ходритин, защита суставов и магний. Вот. Поэтому, думаю, неплохо будет. Попробуем. И вот эта Флора улучшает пищеварение, уменьшает вздутие, поддерживает баланс полезных бактерий, комфорт в животе, работе кишечника помогает. А вот здесь в основе, значит, пробиотики, полезные бактерии, да, которые поддерживают здоровую микрофлору,
Пребиотик инулин, это которое питание для полезных бактерий, экстракты растений. Если там можно посмотреть, каких именно, да, здесь переводить. Витамины группы В. Ну, в общем, я думаю, что такие пищевые добавки мне лично не помешают. Если кому интересно, посмотрите на сайте. Вот у них тоже. Это вот для микрофлоры. Выпью сейчас. Только не выглядит. Посмотрим через месяц, что будет за результаты. Вторые вот для суставов. Надо же поддерживать свой организм. Правда, девочка, мальчика? Все, воды нету. Пойду запью. А побежали с вами ноготочки делать. Да, привезли Кристину тоже. Все надо обрезать эти концы, потому сейчас что... плавала? Как там, наверное, океан холодный был? Нет, теплый. Теплый? Конечно. Все путается у нее уже. Ну, после моря тоже. Да. Ой, какие длинные. Длинные и путаются в конце. Вот это вот все. Да, надо стричь ровненько. Красотка. Смотрите, как ровненько, красиво. Но немножко подстригали. Да, отрастут. Угу. Теперь уже мной занимаются. Кофе дали. Здесь какой кофе. Все, готово. Ноготочки сделала коротенькие, такие розовенькие, блестящие. И голову тоже. Теперь я такая. Все. А теперь мы с вами пойдем, знаете, что делать? Мы же по делам бегали, по всему. Сейчас пойдем с вами делать карамель-кисель. На канале у меня есть, но людей, значит, много прибавляется, всяких разных новеньких. Всем привет! И пойдем делать карамель-кисель. Знаю, что многие из вас хотят эту эстонскую маку. Стоит сладкое блюдо. Как в детском саду. Как в детском саду. Итак, будем с вами сейчас делать эстонский десерт. Вы сами просили, зрители просили, карамель-кисель. Все очень просто, все очень вкусно. И такой десерт ели мы в детстве, в детском саду. Мамы, бабушки наши готовили. В общем, я довольно часто готовлю это своей семье. Меня они очень любят вот этот вот карамельный кисель. Итак, берем сахар и начинаем его в толстостенной кастрюле растапливать. Берем с вами стакан сахара. Давайте возьмем из расчета стакана сахара. И начинаем его медленно топить, расплавлять на кастрюльке. Я взяла специально вот такую широкую емкость, чтобы вам было все хорошо видно. В принципе, в широкой вот такой толстостенной кастрюле это делать хорошо. Хотя я делаю и в обычных тоже. Плавим наш сахар. Вообще-то рекомендуется его даже не мешать, а вот так вот стряхивать. Но у меня всегда руки идут впереди головы, поэтому я всегда мешаю, хотя это делать не надо. Он должен стать светло-коричневый, такой коричневатый. Начинает плавиться. Мы его трясем. И все же мне хочется его помешать. Здесь важно, чтобы он не стал горелым, иначе будет горьковато. Не пережечь. Ну вот такой он у нас с вами получается. Больше не надо. Теперь будет очень громко. Вливаем полстакана воды. Будет шипеть. Будет все очень громко. И теперь у нас получается с вами мы варим вот эту карамель. Растворяем, в общем, этот сахар в воде.
Помешиваем так, чтобы он растворился. Куски вот эти. Растворились наши кусочки, ну почти, да? Теперь вливаем сюда потихонечку, спокойно. Тоже будет все шипеть. Можно вливать горячее молоко, чтобы не шипело ничего. А литр молока. И доводим почти до кипения. Вот у нас опять с вами там все это образовалось от холодного. Все это плавим. И молоко приобретает вот такой цвет. Даже уже сейчас цвет топленого молока, карамели, видите, да? Сейчас это все растворится. И будет он такой чуть коричневатый. Теперь берем полстакана молока еще. И разводим там 5-6 столовых ложек крахмала. В холодном молоке разводим так, чтобы там не было никаких комочков. Именно крахмал, кстати, вот придает ему такой особый вкус. Комочков здесь не должно быть, поэтому молочко холодное. Отрегулировать кисель можно крахмалом. 5-6 столовых ложек. Это так, чтобы этот кисель есть ложечкой. Это кушается ложечкой из креманки, мисочки или как. В магазинах Эстонии продается, например, такой карамель-кисель питьевой в тетрапаке. Тогда надо поменьше крахмала, и он будет питьевой. Кристина вот, кстати, очень любит, и муж, они очень любят вот этот карамель-кисель. Я же делаю такой, что кушается ложечкой. Так, доводим до кипения наше молоко. Вот, видите, как здесь все растворяется замечательно. Как янтарь, да, он такой. Вот он начинает закипать, все это растворится. На этом этапе я кладу немного ванили, ванильного сахара или ваниль, что у вас есть. И щепотку соли для баланса. И опять продолжаем помешивать, растворяем наш сахар там жженый. То его осталось совсем немножко. И все коричневый, коричневый становится наш десерт. Ну, вот почти не осталось. Видите, растворился сахар. Вот он начнет сейчас закипать. И на последнем этапе, не доводя до кипения, еще мы с вами будем добавлять сюда разведенный в молоке крахмал. До загустения смотрим, какую консистенцию, густоту вы хотите. Вот он только-только начинает закипать, видите, да? Размешиваем до конца остатки сахара. Больше его нет. И теперь вливаем тонкой струйкой наш крахмал. Медленно, чтобы не образовалось никаких комочков, и следите. Вот на этом этапе можно оставить, если попить. Видите, ему надо дать еще минутку. Он загустеет еще больше. Смотрите, какая вам густота нравится. Чтобы совсем ложка стояла, чтобы как крем был, или как вам нравится. Я бы сказала, что сейчас эти 5 столовых ложек, и вот для этого киселя даже много. Я бы, наверное, остановилась бы на 3 столовых. Ну вот он и готов. Видите, да, уже достаточно густой. Все, мы выключаем сразу по мисочкам. И обязательно в серединку положить
глазок варенья. Я люблю, чтобы это было варенье кислое, например, брусничное. Мои же любят, чтобы это было все еще более сладко. Поэтому мы с вами положим сливовый джем, который я варила сама. Прямо в середку, когда он еще горячий. Вот сливовый джем я выварила. Это который без шкурок, это именно джем. И вот сюда, прям в серединку, чтобы он туда вот таким образом провалился. Даже можно чуть побольше. Хорошо, конечно, когда кисленькое. Но вот это я люблю. Мои как-то все хотят слаще. Ну вот так у нас с вами получилось. Можно кушать в горячем виде. Можно дать остыть. И вкусно это, конечно, безумно. Старый, но не забытый рецепт карамель-кисель. Карамельного киселя. А еще всегда остается на половнике и на ложке. Обычно это муж любит лакомиться, пока он еще теплый. Это очень вкусно. Безумно вкусно. Мои любят тогда, когда консистенция почти пудинговая уже такая. Можно, конечно, жиже, но вот консистенция пудинговая такая, как крем. Знаете, раньше вот Наполеон. И сейчас кто-то кладет Наполеон. Это вкусно. Вкус детства. Очень вкусно. Так что готовьте с удовольствием такие незабытые старые рецепты. Они, наверное, самые вкусные, правда? Привет из прошлого. Ну, а теперь подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего и вкусного. До следующего видео. Пока.